Все, Монтай, ложись на стол. Будем из тебя слепок делать. Это достаточно приятно. О, это финиш. Всем привет, и кто меня не знает, я Ислу, и это канал Fancy Something. Сейчас очень популярны срезы агата, жиоды, геоды, их по-разному называют. В общем, эти вот прекрасные срезы, которые меня окружают, это что-то типа драгоценных камней. Выглядит это просто великолепно, и это такое настоящее творение природы, и очень дорогое творение, между прочим. Поэтому сегодня мы убьем двух зайцев сразу. Звучит как-то ужасно. Мы задекорируем эту настольную лампу, как вы видите. У нее очень простой дизайн и очень тонкая ножка, которая, в общем, и будет подвергаться всем нашим махинациям. А второй заяц заключается в том, что мы сами своими руками нарастим этот агат. Кстати говоря, я наконец-то уезжаю в отпуск, и я лечу в USA, в Нью-Йорк. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм Fancy Something. Я, конечно же, буду делать фоточки в инстаграм и делиться своими впечатлениями. Поэтому, если вам это интересно, обязательно подписывайтесь. Ну а мы не будем долго томить, и поехали! И, конечно же, как по традиции, мы застилаем наш стол, чтобы ничего не заляпать. Айсулушка-хрюшка! И для нашего DIY нам понадобится вот такая вот лампа. Не обязательно, чтобы она у вас была именно такой, но главное, чтобы ножка была длинной и тоненькой, без какого-либо дизайна, потому что дизайн будем делать мы. И для создания нашего геода, нам нужно определиться, как это мы будем называть, нам понадобится вот в данном случае плиточный клей, либо цемент, бетон. Я тоже путаю эти названия. В состав плиточного клея входит цемент, поэтому это то же самое, просто тут еще куча всего намешано. И нам понадобятся зубочистки. Угадайте для чего? Не угадайте. Для армирования. Чтобы наша конструкция держала форму и не ломалась. Ну и, конечно же, нам понадобится вода, чтобы получить смесь. И всякие такие материалы, как вот такая вот пустая тара для перемешивания, ложка импровизированная для перемешивания и перчатки. Ну что, поехали! И для начала нам нужно разобрать торшер. Блин, это не торшер, это настольная лампа. Так. Как бы не сломать. Та-да! Кстати, эта лампа из Икеи, если вы хотите точно такую же. Вот здесь вот я напишу ее название. Это странное икеевское название. Нужно полностью разобрать торшер. Вот у меня нижняя часть снимается. Вуаля. И теперь нам нужно построить конструкцию, на которой мы будем, в общем-то, лепить. Я решила взять вот такие вот две коробки. Одна чуть-чуть пониже, а другая повыше. Вот видите, здесь есть небольшое углубление, ну, здесь примерно сантиметр. И у этих коробок примерно столько же, где-то сантиметр чуть выше. Теперь мы ставим сверху эту конструкцию для торшера. И вуаля! Видите, вот здесь вот есть небольшое расстояние, проем для агата, который мы будем сюда налепливать. Вот эту коробку нужно застелить пленочкой. Здесь внезапно появилась вот эта подставка, я ее специально положила, чтобы всю эту конструкцию можно было бы унести на просушку. Я отрезала лишнюю пленку, чтобы мне было легче все это зафиксировать на коробке. Пленку мы зафиксировали, давайте теперь зафиксируем саму настольную лампу. Ну все, готово. Конструкция очень плотно держится. Все это неразделимо между собой. То, что надо. Видите? Это удобно транспортировать. Ты пока полежи здесь. Готовим состав. У нас сейчас будет cooking time. Только это нельзя есть, если что, кто не понял. Так, в эту вот емкость мы насыпем... Давайте насыпем все. Лучше это делать в какой-нибудь масочке и в проветриваемом помещении. Мы засыпали плиточный клей, теперь добавляем понемногу воду. Добавили и тщательно перемешиваем. Я лично делаю на глаз. И она должна быть густой, чтобы можно было сформировать какую-то форму. Странно звучит. Тщательно перемешайте, чтобы не было никаких комочков, и не перебарщивайте с водой. Судя по всему, одной чашечки маловато, поэтому я добавлю еще. Отталкивайтесь от размеров лампы. У меня высота примерно 30 сантиметров. Я тут замешала такую густую смесь. Вы только посмотрите, вот нужно так, чтобы было сложно мешать. Иначе ваш жиот весь растечется. Вот видите, какая консистенция? Очень тяжело мешать. То, что надо. Ну что ж, я надеваю свои перчаточки. О, эмочка.
Удобно. Все, Монтай, ложись на стол. Будем из тебя слепок делать. Я немножечко поперемешиваю руками, потому что консистенция, ну, очень сложно перемешивать ее. Блин, у меня перчатки снимаются. Надо было эсочку одеть все-таки. Это достаточно приятно. Ну что, берем шматочек. Мне немного страшновато. Нужно выложить овал. Нужно делать это крайне аккуратно. Начинаем выкладывать. Так. Я переодела перчаточки, теперь они мне как раз. Так, и начинаем выкладывать. О, так гораздо удобнее. Нужно выложить букву О. Так. Вроде неплохая консистенция, да? Так. Нужно выложить так, чтобы ножка от настольной лампы была погружена в цемент. Накладываем сверху. Выглядит все это, мягко говоря, не очень. Это пока непонятно, что из этого получится, даже мне. Старайтесь сделать симметрично, но не слишком, потому что это же жиот, он не идеально круглый. Первый слой мы выложили. Теперь нам нужно сделать армирование. Для этого нам понадобятся зубочистки. Кстати, помимо зубочисток я взяла еще вот такие вот палочки для шашлыка. И мы немножечко, давайте измерим высоту нашего жиода, отламываем и погружаем эту палочку в цемент. Это будет такое вот армирование. Ее совсем не будет видно, но это позволит жиоду не разваливаться, держать форму. То же самое со второй палочкой. Погружаем. Все, сверху еще будет слой. И в качестве укрепления вы можете еще положить зубочисток. Это явно не повредит и сделает вашу конструкцию крепче. Знаете, еще есть специальные растворы, в которых добавляется специальное волокно. Но это вот такой вот бюджетный вариант, который тоже очень даже неплохо. И сверху кладем еще один слой плиточного клея. Делаем его толстеньким. Слушайте, ну прям как в детстве. Возюкаться с грязью тоже доставляет удовольствие. Главное, сохраняйте это расстояние внутри, чтобы там была дырочка, потому что пока мы выкладываем, это немножечко скатывается в середину, так что следите за этим. Из картона я нарезала вот такие вот полосочки. Мы их немножечко разомнем, чтобы они могли принять любую форму. И вставляем внутрь, чтобы гипс не затекал в серединку, потому что сейчас мы еще все это примнем, и он начнет растекаться. Что я говорю? Гипс. Цемент. Плиточный клей. Вот, посмотрите сюда. Я засунула сюда тоненькую палочку, чтобы гипс не толкал его внутрь, обратно. Так он будет держаться. Мы сформировали круг. Теперь сверху мы кладем файл. От него будет хорошо отступать в дальнейшем бетон. И прикладываем сверху. Видите, идеальный овал превращается в кляксу, если надавить. У меня здесь стекло, я его беру для наглядности, чтобы вы видели, как бетон прилипает и становится более ровным. Сверху можете приложить какую-нибудь книжку. Ну вот и все, наш первый этап закончен. Теперь мы должны подождать примерно 24 часа. Смотрите по состоянию, пока все просохнет. Увидимся с вами уже на следующий день. Сейчас вечер следующего дня, и моя конструкция уже засохла. И вот что у меня получилось. Видите эти неровные края? Их нужно немножечко поотбивать, удалить тонкие части, тонкие места. Я это делаю ножницами. Так, немножечко отбиваем. Придаем форму. Затем я взяла инструмент потяжелее, плоскогубцы, отбивала. О, это финиш. Да. Она разломилась пополам. Поэтому мне пришлось призабачить на эпоксидный клей, и она приклеилась просто намертво. Представляете, как сильно я расстроилась. Поэтому будьте аккуратны. Но я тоже больная, так долбить. Как только все приклеилось и высохло, начинаем расписывать. Определитесь с цветовой расцветкой вашего жиода. Знаете, они бывают такие разноцветные, фиолетовые, зеленые и так далее, и так далее. Но я остановилась на сером. У меня и так вся комната разноцветная, поэтому нужно что-то поспокойнее. Я расписывала обычным
обычными акриловыми красками. И нужно провести вот такие неровные линии, то потолще, то потоньше, будто бы это слои, знаете, как на деревьях годовые кольца. Затем я сделала такие же линии темно-серой краской, более контрастной, а затем золотой. Добавила еще несколько тонких белых линий. Также я покрыла золотым цветом внутреннюю часть жиода. У меня это специальный золотой порошок, он очень красиво блестит. Если вы умеете пользоваться поталью, используйте ее. Если у вас нет ни того, ни другого, то возьмите обычный лак для ногтей. Я видела, продаются прям точно такие же хромовые оттенки. Затем я достала свои стекляшки. Они специальные, не острые. Такие, кстати, можно заказать на AliExpress, либо в любых других творческих магазинчиках, поищите. Да, можно поискать в магазине, где все для аквариумов, там тоже полно всяких кристалликов. В общем, нужно приклеить эти стекляшки прямо в центре. Я приклеивала на горячий клей. Главное, не перебарщивайте с ним, чтобы стекляшки блестели. Выкладывайте стекляшки в несколько слоев. Видите, всю эту внутреннюю часть, где вот самая такая вот неаккуратная, полностью закрывается кристаллами и смотрится очень правдоподобно. Кстати, я еще в поиске таких, знаете, вытянутых кристалликов. Они смотрелись бы еще лучше, но я буду искать. Видите, когда строите несколько слоев кристалликов, они образуют прозрачную перегородку. Высыпаем еще немного кристалликов и выбирайте самые крупные. Кстати, выкладываются они очень быстро. У меня это заняло часа 2 примерно. Как только вы закончите, возьмите бумажный скотч и заклейте им всю ножку внутри, сверху, снизу. Нужно ее защитить, так как мы сейчас будем покрывать глянцевым лаком. У меня в виде спрея, но если вы все-таки знакомы с эпоксидной смолой, было бы очень круто залить весь жиод эпоксидкой. Так создается просто нереально глянцевый эффект. Было бы очень круто, но так как я не стала усложнять все это, так как некоторых пугает эпоксидная смола, я взяла лак. Оставьте до полного высыхания, а после удалите скотч и можно собирать настольную лампу. Прикручиваем подставку, крутите барабан, так, вроде крепко. Прикручиваем плафон, кстати, его тоже можно как-нибудь задекорировать, но я думаю оставить так как это акцентная ножка, все внимание должно быть на ней. Ребята, надеюсь, вам понравилось видео и понравился жиод. Я просто в восторге, в комнате стало так уютно, и он очень круто смотрится в нашем интерьере. И напишите в комментариях, нравится ли вам. И да, те, кто не в курсе, у меня есть своя книга Loft Project, она продается в книжных магазинах. В описании под видео я оставлю ссылки на магазины, в которых продается моя книга. Здесь собраны уникальные DIY, которых нет на моем YouTube-канале. Кстати, тут есть DIY, где мы тоже работали с цементом. Ну а те, кто повторит этот DIY, обязательно отмечайте меня на своих фотографиях. Я просто обожаю, когда вы это делаете, и обязательно пролайкаю. Ну а я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую, всем пока!